Произошла эта удивительная история на Аляске с американкой по имени Мэри Краник. Будучи на предпоследнем месяце беременности, она угодила в снежную западню, и еще тяжелее ей пришлось, когда начались схватки, а ждать помощи неоткуда. Так она думала, пока не увидела стаю волком, которая помогла ей в той тяжелой ситуации. Непостижимо, но один из волков перекусил пуповину, когда малыш появился на свет. Второй старательно облизывал его, а остальные грели маленького человека и его мать на протяжении всей холодной, зимней ночи. Мэри признала, если не забота той стаи, ее ребенок просто не выжил бы. Волки были с ней до тех пор, пока не подоспела помощь. На вопрос медиков о том, как она оказалась среди снежной лавины, Краник пояснила. Возвращаясь домой, она попала в сильную метель. Машина съехала с шоссе и увязла в сугробе. На данный момент мужа рядом не было. Мэри выбралась из машины, надеясь, что ее подберет попутка, но метель все усиливалась. Отчаявшаяся женщина решила идти к городу пешком. Она с трудом преодолела приблизительно полкилометра, и тут у нее внезапно начались родовые схватки. Боль была настолько сильная, что ей пришлось сойти с дороги, а через мгновение она потеряла сознание. Придя в чувство, Мэри поняла, что ее голова находится на какой-то меховой подушке. Открыв глаза, он поняла, что это волк, и с ним еще 8 собратьев. Поддаваться страху было некогда, поскольку начались схватки. Стая волков окружила ее плотным кольцом так, чтобы ветер не проникал сквозь них. Родив малыша, Мэри лишилась всяких сил, она даже не могла взять новорожденного на руки. Как говорилось выше, волк помог ослабленной женщине с перегрызанием пуповины и омыванием младенца, а одна волчица даже подтолкнула новорожденного к женщине, потому что тот начал плакать. Мэри дала младенцу грудь и разрыдалась, на что вожак стаи отреагировал тем, что начал слизывать ее слезы с щек, утешая новоиспеченную мамочку. Стая продолжала сохранять кольцо, защищая семью от ветра. Когда женщина успокоилась, она начала думать, как же ее вернуться домой. Идти обратно до своей машины было далеко, да и на ходьбу у нее просто не было сил. Спустя какое-то время неожиданно рядом раздались человеческие голоса, а затем и выстрелы. Волки разбежались, а Мэри увидела своих родственников. Они рассказали, что не могли дозвониться до нее и поэтому поехали навстречу. Увидев пустую машину на обочине, они прошли немного пешком и заметили стаю волков. Все подумали, что произошло что-то страшное, но оказалось, что дикие животные только помогли женщине родить, но и защищали ее от холода, пока за ней не пришли. Женщина пообещала, что вернется, чтобы поблагодарить своих спасителей, но так и не нашла эту стаю. Порой стоит довериться дикому миру и увидеть подлинную доброту в глазах настоящих хищников.